Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Друзья, сегодня мы с вами поделимся практикой сжигания чеков на ближайшие дни в октябре 2021 года. Практика достаточно простая, в то же время она эффективная. Благодаря этой практике сжигания ваших чеков вы запускаете возврат денежных средств обратно в ваш дом, в вашу жизнь и ваш кошелек. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца. Во-первых, вы узнаете даты, во-вторых, вы узнаете, как правильно провести эту практику и как правильно использовать ее на благо себе. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Итак, наши чеки. В нашем современном мире мы везде получаем, как правило, уже чеки. И вот именно эти чеки, вот эти талончики, они являются подтверждением денежной операции. И их ни в коем случае не оставляйте в магазинах на кассе. Лучше всего приносите их домой, копите их, а потом в определенные дни месяца обязательно их сжигайте. Потому что когда мы получаем кассовые чеки, мы таким образом, за покупки мы таким образом храним свою же денежную энергию, которую при сжигании мы высвобождаем и пускаем в правильное, нужное, созидательное русло. Если вы будете проводить этот ритуал регулярно, то вы заметите, как вам начнут возвращаться деньги в виде подарков, увеличения зарплаты, премий, скидок, возврата долгов и так далее. Неограниченная возможность возврата денег. Итак, в чем заключается этот ритуал? Вам нужно завести мешочек, конвертик, коробочку, все что угодно, где вы будете собирать все чеки из магазинов, квитанции об оплате, даже транспортные билеты, потому что они тоже являются чеками. Все то, где вы рассчитываетесь деньгами. Это очень важно. Но обращаю ваше внимание, что для этого ритуала мы только используем свои чеки. То есть те чеки, которые мы получаем за оплату. Ни мужа, ни ребенка, ни подруги, ни родителей и так далее. Даже если вы и живете, проживаете в одной квартире. Если ваш муж пошел в магазин и рассчитался в супермаркете за что-либо, этот чек не ваш. Обратите на это внимание. И когда мы с вами совершаем ежедневные покупки, мы с вами оставляем деньги в магазине, а взамен что мы получаем? Мы получаем товар и получаем чек. Поэтому важно не оставлять этот чек в кассе, иначе мы, к сожалению, символически оставляем там и свои деньги. Если вы обратите внимание, многие люди отказываются от этих чеков. Они даже спешат почему-то и даже не готовы их никогда забирать на кассе. Хотя кассир всегда говорит: подождите, я вам отдам ваш чек за товары. Обратите на это внимание. То есть кассир вам об этом говорит, но вам это не нужно. Вы считаете, это ерунда. Поэтому, если вы решили улучшить свое благосостояние, то этот несложный ритуал вам поможет. Но делать его нужно правильно, иначе ваши старания не принесут результатов. Вы должны понимать, что деньги – это энергия, и с ней нужно всегда обращаться осторожно. Сжигание чеков, обращаем ваше внимание, не является уничтожением или разрушением. Здесь огонь выступает как трансформирующая стихия. Огонь очищает отжившее и запускает новый цикл, энергию нового прихода денег к вам. Таким образом, вы не возвращаете те деньги, которые отдали. Вы возвращаете энергию, которая принесет вам новые денежные потоки и откроет новые потоки. Когда вы
будете делать, нужно делать в определенные дни для того, чтобы запускать быстрый возврат денежных средств обратно. Поэтому, друзья, сохраняем все наши чеки, квитанции о платежах. Итак, мы сохраняем наши чеки, квитанции, и в определенные дни, кстати, у нас в сообществе время от времени мы выкладываем, когда мы сжигаем чеки. Самые ближайшие дни записывайте себе 7, 8 и 9 октября 2021 года. Это ближайшие дни, когда вы можете сжигать свои чеки, квитанции, все эти бумажки, даже если эта бумажка написана от руки за то, что вы рассчитались за товар. Итак, пришло у нас время X, в нашем случае 7, 8 и 9 октября, в любой день выбираете, берем дома в спокойной обстановке, с прекрасным настроением, берем огнеупорную посуду, складываем в нее все наши чеки, и пока они горят, говорите следующие слова. Чеки сжигаю, богатство зазываю. Чеки сжигаю, богатство прибавляю. Чеки сжигаю, богатство укрепляя, во благо мне, во благо всем истина. Пепел от наших чеков обязательно закопайте в землю. И ради эксперимента, заранее посчитайте общую сумму ваших чеков. Это очень важно. И проследите, что будет происходить с вашим денежным потоком в самую ближайшую неделю. Вернется ли к вам эта сумма и как она вернется. Конечно, мы вам желаем, чтобы все потраченные деньги возвращались всегда к вам, да еще и в приумножении. И еще как один момент, когда вы складываете квитанции в кошелечек, в коробочку, в какой-то конвертик, обязательно на каждой квитанции пишите следующую фразу. То есть на каждой квитанции пишем «Оплачено», ставим точку, «Благодарю за деньги». Пишем обязательно красной пастой или красными чернилами, красным фломастером, но не красным карандашом. Обращаем ваше внимание. Если у вас нет времени каждый раз прописывать на каждой квитанции, то вы это можете прописать на каждом чеке перед практикой именно самого сжигания чеков, и это усилит эффект. Друзья, обращаем ваше внимание, что это действительно работает. И чеки, таким образом к вам будут деньги приходить из самых неожиданных источников. Возможно, даже вам выплатят дивиденды, вернут долг. При этом на тот долг, на который вы уже просто не рассчитывали. Поэтому пробуйте сами и убедитесь. Итак, в октябре, ближайшие дни. 7, 8 и 9 октября. Мы всем желаем благополучия, друзья, изобилия, достатка. Пусть все в вашей жизни будет прекрасно, чудесно и великолепно. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь, ставьте лайки. Мы с вами уже услышимся в следующем видео. А прямо сейчас вы на экране видите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Обязательно переходите, смотрите. Много информации полезной, важной и нужной для каждого человека. Приятного просмотра!